Итак, всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео — последовательность работы со сканерами. Тема интересна будет тем, что она будет из разряда то, что вы хотели узнать, но боялись спросить и так далее и тому подобное. Поэтому я не буду сегодня тратить время именно на рассказы, а прям постараюсь зачесть алгоритм последовательности действий. И первое, самое очевидное, это подключение сканера к диагностическому разъему БУ-СУ. Вот у меня, кстати, вопрос. Вот я сейчас вам зачел аббревиатуру БУ-СУ. Что такое БУ? Что такое СУ? Пожалуйста, прокомментируйте под видео. Мне интересно узнать ваши ассоциации. То, что вы уже знаете, чтобы знать, какое у вас маломальское представление и так далее. Но пока я об этом говорил, вы могли уже прокомментировать. Так вот, значит, БУ — это не бывшее употребление, как может оказаться ассоциацией. Так вот, это блок управления. СУ — электронная система управления данными. Далее. R, латинская, 0102-R0103, код, то есть когда вы включили прибор, да, это у вас такой код должен высветиться. Второй шаг — это включение зажигания. Третье — включение режима проверки наличия кода ошибки. Четвертое — при наличии кода ошибки устранить причину, вызывающую их, и перейти к выполнению пункта 5. При отсутствии кода ошибки переходим к выполнению пункта 6. Что это за два последних пункта? Это под номер 5. Стереть код ошибки при помощи сканера. Запустить, например, ДВС. Что такое ДВС? Двигатель внутреннего сгорания. Я думаю, уже за то время, которое вы на меня подписаны, да и просто случайные подписчики уже знают, что такое ДВС, двигатель внутреннего сгорания. Ну и шестое. Выполняем проверку. Далее. Проверка следующих датчиков. Первый — это режим проверки датчика ДМРВ. Что такое ДМРВ? Тоже прокомментируйте, пожалуйста, очень интересно знать ваши ассоциации. Но я тем временем расшифрую. ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. Включаем зажигание. Если сканер при нерабочем ДВС показывает напряжение в 1 вольт, это свидетельствует об исправном датчике. И то, что я, скажем так, для себя тогда доконспектировал, выделил. Запуская ДВС, напряжение должно быть 1,5 вольта, а расход воздуха должен составлять не более 85-95 мл на грамм. Так, второй пункт. Режим проверки положения дроссельной заслонки. Включая этот режим, следует проверить напряжение при включенном зажигании и нерабочем ДВС, который должен составлять 0,5 вольта. Далее запускаем ДВС и убеждаемся в отсутствии перебоев напряжений на выходе из ДПДЗ. Тут уже можете, пожалуйста, не комментировать. Я уже знаю ваши ассоциации, которые вы можете, поэтому, пожалуйста, не комментируйте. Так вот, ДПДЗ расшифруется как датчик положения дроссельной заслонки, о которой, собственно, мы сейчас и ведем речь. При медленном нажатии педаль газа от его исходного положения до полного. Код ошибки при этом P0122-123-1. Если 1 говорит меньше уровень сигнала ДПДЗ, а если 2 увеличенный уровень сигнала. Ну и третий пункт — это режим проверки регулировки холостого хода. Для этого следует демонтировать регулятор и включить зажигание. Вот и, собственно, все, что я хотел вам рассказать в этой теме. Пока что на этом все. Всем спасибо.